Я думаю, что этот кризис управляемый, и он разразился ровно для того, чтобы привести в движение те капиталы, которые европейцы считают нужным привести в движение. Во-первых, результатом будет, конечно, определенная репутационная деградация банковской системы Кипра, что вполне укладывается в специфику развития отношений между странами-членами Евросоюза, теми странами, которые являются донорами, и теми странами, которые считаются реципиентами. Понятно, что основным субъектом атаки были, конечно, депозитарные счета, в том числе и россиян. Но, отмечу, и не россиян тоже. Результатом будет, конечно, глобальное передвижение средств, на котором, скорее всего, выиграет европейская и американская, часть американской экономики. Именно в этот момент проходила сделка по покупке ТНК БП и Роснефти. Причем частью она проходила, причем большей частью она проходила как раз на Кипре. И мне кажется, что в какой-то степени эти вещи, так как все в мире связано, эти вещи некоторым образом связаны. И я думаю, что именно этим объяснялась та нервозность, которая в команде Владимира Путина присутствовала на последних этапах этой сделки. То есть, в принципе, возможно, если это было не так, но это было похоже на то, что кто-то пытается ее сорвать. Имена этих кто-то, конечно, известны, потому что ни одна крупная нефтегазовая компания в мире, в том числе американская, британская, не заинтересована в появлении мегаконкурента, чемпиона, которым сейчас становится Роснефть. Мы не знаем на самом деле, поступили ли, переведены ли были на самом деле средства за 100% акций ТНК БП. Потому что никто сейчас в этом не признается, даже если они не переведены, чтобы не сорвать сделку. Возможно, сейчас переговорщики ведут реактивные переговоры по гарантиям, по этим выплатам. Полагаю, что это действительно политический момент, потому что для России это вопрос репутационный, создание такой компании, и, по сути, определенная победа, потому что, насколько я помню, в середине 2000-х годов, когда был создан Роснефтегаз и под него пытались подвести «Газпром» и «Роснефть», опять же, усилием того же самого Игоря Ивановича Сечина, неутомимого нашего, именно позиция американского руководства была резко отрицательной, и компания не была создана. Сейчас, судя по всему, у России появились силы, когда мы можем эту кампанию сделать. И мы ее, собственно, сделали. Правда, взяв в союзники самых американцев и британцев. По сути, британскую королеву и одного из нефтегазовых чемпионов американского рынка ExxonMobil. Полагаю, что ситуация, как говорят в Англии, чудо длится 3 дня. Я думаю, что в ближайшее время ситуация с кипрскими катаклизмами, банковскими катаклизмами, она будет постепенно рассасываться. Появятся другие, у Евросоюза, МВФ появятся другие цели, которые более интересны. Я думаю, что точечное воздействие, которое было произведено на Россию в этом смысле, оно уже возымело некоторый эффект. В дальнейшем злить русских, я думаю, никто не заинтересован, в том числе и в МВФ. История вообще с офшорными компаниями, она поднималась в 2006 году на Всемирном конгрессе противодействия коррупции. И уже в кулуарах говорилось, что, ребята, вы смотрите, эта история в принципе подготовлена под Россию. Поскольку модель экономическая очень серьезно завязана на офшор. То есть это слабое место. История вообще с офшорными компаниями, она поднималась в 2006 году на Всемирном конгрессе противодействия коррупции. И уже в кулуарах говорилось, что, ребята, вы смотрите, эта история в принципе подготовлена под Россию. Поскольку модель экономическая очень серьезно завязана на офшор. То есть это слабое место. Эта ситуация может крайне негативно сыграться, продолжиться впоследствии ее в ситуацию Сочи. Может такая ситуация быть. На каждый день задержки мы теряем достаточно не только репутации определенной, поскольку идет какая-то суета вокруг этой темы, но есть конкретные экономические последствия. Если мы не успеем ситуацию перехватить, мы не успеем переиграть, а по всей видимости у нас нету таких пока даже человеческих возможностей, мы не можем собраться все вместе и решить эту проблему. Имеется в виду те, кто принимает решения. Поэтому мы можем получить проблему 14 июня, а именно 14 июня МОК должен принимать объекты.
Проблемы с деньгами существуют, хотя вездесущий у нас господин Делягин говорит, что, ребят, ничего, откроем стабфонд. Да? Но даже открытие стабфонда – это уже ущерб. Я не люблю теорию заговоров, но по мнению специалистов, с которыми мне еще довелось работать в свое время, история с Олимпиадой в Советском Союзе СОИ, а потом некая игра по нефти, она все-таки разрушила Советский Союз. Да. Хотя разрушение произошло с момента, когда перестала существовать идеология, а, к сожалению, в России сегодня нет понятия идеологии государственной. Да, то есть это вот цементирующая логическая составляющая, которая должна быть существовать в обществе. Наоборот, в России есть некие негативные процессы в обществе, которые обоснованы несправедливостью, да, обоснованы теми процессами, в том числе и коррупцией. Прежде всего коррупция, наверное. Да, как бизнесом. Я не говорю только мелкой коррупции, а коррупция как бизнесом. Поэтому последствия могут быть, если мы говорим, что такой вариант разыгрывается именно вот силовой составляющей, по такому плану, ну, последствия могут быть. Даже если мы из этих последствий вылезем, то скрытые латентные потери, они будут достаточно велики. У Кипра есть точнее уже осталась две главные задачи в жизни. Это, во-первых, каким-то образом значит, обогнать и сдержать Турцию, это раз. И второе, это сохранить некие подобие экономического суверенитета, который он, соответственно, цель, которую он добивался посредством фактически создания этой офшорной экономики. То есть он сидел на потоках. Он, в общем-то, занимался не слишком отличающейся от того, что делают большинство наших, так сказать, олигархов деятельностью. Он просто сидел на потоках, переправлял одни, принимал потоки и перенаправлял их. Ну, такая вот транзитная точка. Что касается первого вопроса, это Турция, соответственно, его подвела, его, по сути, эта политика завела в тупик, потому что он покупал греческие облигации даже тогда, когда греческая экономика уже летела в пропасть. Соответственно, почему? Да просто потому, что правительство в банке вызвало и сказало: покупайте. Потому что, соответственно, Греция – это такой последний бастион, который гарантирует Кипру, так сказать, вообще существование. Поэтому здесь были объективные совершенно вещи. Когда надо было избавляться от облигаций, кипрские банки их покупали, греческие. Соответственно, у них образовалась объективная дыра в 4 миллиарда. И второе – это, соответственно, попытка поддержать собственную экономику и, глядя, например, той же самой Греции, своей соседки, удержать некие как бы рычаги, возможности для того же самого экономического роста. Поэтому, на мой взгляд, желание было не просто перенаправить потоки, а оздоровить некоторым образом зону евро. Оздоровить не в плане экономической стабильности, финансовой стабильности, а в плане того, чтобы просто прикрыть офшоры. Это общая политика. И я согласна, что с этой точки зрения задержание Абрамовича сюда вписывается хорошо. И в принципе, соответственно, раскрытие информации со стороны швейцарских банков в связи с требованием ФАТКа, со стороны США. Это звенья одной цепи. Но как бы перенаправлять потоки, ну, я не думаю, что они очень интересны европейцам. Не удалось этого сделать. Но объективно, я имею в виду, что Кипру пришлось выбирать. То есть, по сути, свой экономический суверенитет, хотя, в принципе, я не сторонник того, чтобы на этом делать акцент, но, тем не менее, вот такую некоторую независимость и самостоятельные источники доходов Кипр потерял. Что в данном случае удивляет, это то, что если уж, ну, конечно, это реакция российского руководства, тем более, что неделю назад можно обойтись было меньшими потерями, если уж российское руководство так пеклось об интересах вкладчиков и об интересах российских компаний. Другой вопрос, который, скажем так, не обсуждается, экспроприация, это, я согласна, это, наверное, громкое слово, тем более, что
Ну, понимаете, это вообще напоминает очень раскладочный налог, вот такой средневековый. Там король попал в плен, давайте поймем, сколько нам нужно денег для того, чтобы выкупить, разложим на всех подданных, соберем и выкупим. Вот это приблизительно такая же вещь. Но другой вопрос, на который пока нет ответа. Ну хорошо, сейчас вроде говорят, что активы российских компаний и вкладчиков это около 40 миллиардов. Там часть в депозитах, часть там на расчетных счетах, которая будет переведена, соответственно, переведена в депозиты. Но российские банки выдали кипрским компаниям, фактически, с которыми стоят российские бенефициары, кредитов, ну, приблизительно на 30-40 миллиардов. Это были как бы, ну, такие оценки крупных аудиторских компаний. Не очень понятно, почему сейчас общая цифра снизилась до 40. Может, успели вывести, но это уже мы, наверное, не узнаем. Но дело в том, что будет ли наложен мораторий на внешние выплаты. Вот в чем вопрос. И если он будет наложен, то тогда, соответственно, проблема может возникнуть у российских банков. А это ни много ни мало такие банки, как там и ВТБ, и Номас, и Альфа, и Газпромбанк и так далее. Вот об этом не говорят. То есть то, что состричь, скажем так, депозиты, это одна вещь, а вот как бы зависшие деньги компании – это другая вещь. В чем интерес этой ситуации с Кипром, что это все можно объяснять и так, и так. И вот если говорить о глобальной карте мира, о глобальной, о новом формате геополитики, мне кажется, что что сейчас происходит какой-то глобальный переход к новому миру. Можно говорить, что это постиндустриальный мир, информационное общество, там, как угодно, эра Водолея. Тут есть много интерпретационных механизмов, но очевидно, что в этом мире должны, наверное, действовать какие-то другие законы. И, судя по всему, в этом мире будут другие лидеры, другие полюсы.